Представьте себе удивительную встречу. За одним столом сидят Лао Цзы, древний китайский мудрец, который учил жить в гармонии с природой, и Карл Юнг, швейцарский психиатр, исследователь человеческой души. Один про поток жизни, другой про глубины бессознательного. Лао Цзы говорил, что Дао – это как дыхание Вселенной. Оно невидимо, но все пронизывает. Его нельзя описать словами, как нельзя поймать ветер. Надо просто следовать за ним, как вода течет по руслу. А Юнг верил, что в каждом из нас есть глубинный слой, коллективное бессознательное. Это не просто личные воспоминания, а древняя память всего человечества. Там живут образы, герой, мать, тень. Они приходят к нам во сне и через символы, напоминая, кто мы на самом деле. Если бы они встретились, Лао Цзы, скорее всего, посмотрел бы на эти образы и сказал: «Это тоже Дао». А Юнг ответил бы: «В Дао я вижу самость, центр нашей души. Мы становимся собой, когда узнаем и принимаем в себе и свет, и тень». Между ними начался бы интересный разговор. Лао Цзы говорит: «Отпусти все, перестань контролировать». А Юнг настаивает: «Присмотрись к себе, пойми, что в тебе скрыто». Один предлагает раствориться, а другой – собраться. Но оба ведут нас к себе, к настоящим. Юнг называл это индивидуацией, путь к целостности, когда человек перестает бояться своей тени, признает в себе и добро, и тьму, и принимает это. А Лао Цзы говорит проще: «Будь как вода, не сопротивляйся. Пусть мир течет сквозь тебя и очищает тебя». Они оба понимали важность связи с природой. Для Лао Цзы она учитель, для Юнга – источник исцеления. Один смотрит в небо, другой в сны, но оба напоминают: ты часть большого целого. Когда ты забываешь это, приходит страдание. Их взгляды на тьму не противоположны, а дополняют друг друга. Юнг говорит: посмотри на то, что ты прячешь. Прими свою зависть, злость, страх. Это твоя тень. А Лао Цзы отвечает: не бойся тьмы, она часть баланса, как ночь и день. Один говорит языком природы, другой – языком символов. Но оба вели к пробуждению, к жизни без масок, где ты не прячешься от себя, а честно смотришь внутрь. Лао Цзы учил: стань частью природы. Юнг учил: стань собой полностью. Это два берега одной реки, а между ними диалог. Человек становится целостным, когда осознает в себе и свет, и тьму. Лишь приняв свою тень, он может стать собой по-настоящему. Человек становится свободным, когда перестает бороться с собой. Тьма и свет текут сами. Нужно лишь не мешать потоку. Но чтобы не мешать, надо сначала осознать, что ты вообще мешаешь. Без внутренней работы путь невозможен. А если отпустить попытку все осознать, тогда осознание может случиться само, как вода, нашедшая русло.
Возможно, мы идем разными тропами к одной вершине. Нет вершины, есть только путь,